Вот что у меня получилось после того, как я соединила. Это у меня подрезы с этой стороны, с этой. И таким образом я буду продолжать вязание. По петелькам, чтобы было более точно, я записала, у меня двойная кромочная петля, вот 2 петельки, потом 21 петля, по 2 петли подрезы и 32 петли на спинку. Итого у меня получается сейчас на спицах 82 петли вместе с кромочными. И также я хочу показать, как я вяжу двойную кромочную петлю. У меня есть мастер-класс на канале, но я хочу показать, чтобы вы не искали, хотя я ссылочку обязательно оставлю, как я вяжу. Лицевые ряды мы вяжем полностью лицевыми петельками. Вот я набрала небольшое количество петелек, чтобы быстрее показать. Это будто бы полотно. Это у нас вот эти 2 петли в начале работы и 2 петли кромочных в конце работы. Первую кромочную петлю я снимаю и все петли провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. Работу поворачиваю. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую петлю я снимаю также нить перед работой и вяжу лицевыми петельками основное полотно. У меня на спицах остается 2 кромочных петли. Предпоследнюю петельку я снимаю нить перед работой, последнюю петлю я провязываю изнаночной. И таким образом я повторяю. Первый ряд я вяжу все петельки лицевые, в изнаночном ряду я на вторую петлю сначала и предпоследнюю петельку с конца я их снимаю не провязанными нить перед работой. Вот и получается это двойная кромочная петля. Здесь я провязала полностью лицевыми, поскольку у меня мой жакетик связан платочной вязкой. Если вы вяжете другим узором, значит вот эти центральные петельки вы выполняете тем узором, который идет у вас на изделие. Ну вот это двойная кромочная петля как вяжется. И теперь я продолжаю вязать, и уже мы встретимся с вами тогда, когда я провяжу всю длину своего изделия. Я связала тело жакетика на нужную мне длину. У меня получается от момента, как мы с вами объединили перед и полочки и спинку вместе, высота или длина 16 сантиметров. Или при моей плотности это 32 ряда. Вы можете замерить по какой-либо кофточке или там по распашонке. Длину можно регулировать. И чем хорошо, когда мы вяжем сверху вниз, то в любой момент можно последний ряд распустить и надвязать на нужную нам с вами длину. Вот моя работа. Единственное, я последних 4 ряда провязала на спицах меньшего размера. Сейчас у меня в работе вот эта спица 4. Это для того, чтобы низ не тянулся. Вы можете закончить и резиночкой, если там как-то вам больше такой вариант понравится. Можете узором путанка, тоже неплохо смотрится. Единственное, как я вам не рекомендовал, заканчивать лицевой гладью, поскольку край будет заворачиваться. И теперь мне осталось только закрыть. Закрыть можно с помощью спиц, провязывая 2 петли вместе. Но мне больше нравится вариант закрытия крючком. Я беру крючок такого же размера, что спица 4, поэтому и крючок 4. И начинаю закрывать. Если у вас также изделие по краю проходит двойная кромочная петля, мы сначала снимаем не
2, а 3 петли. Поскольку у нас двойная кромочная петля, мы ее считаем за одну петельку. Я снимаю 3 петли и провязываю их вместе. И теперь уже снимаю одну петельку, на крючке 2 петли я провязываю вместе. Одну петельку и 2 петли вместе. И таким образом я закрою все петельки. С обратной стороны точно так же вот эти 2 петли я закрою вместе. И все. Тело нашего комбинезончика будет готово полностью. И я... не комбинезончика, нашего жакетика. И я буду уже вязать рукава. Тело жакетика готово. И я уже связала один рукав для того, чтобы показать, как он у меня будет выглядеть. Я рукав вязала прямым, без убавлений. Делала только убавление, когда переходила на вывязывание манжеты. Я показываю для того, чтобы вы могли определиться, какой вы будете вязать рукав. Можно такой прямой, можно сделать с небольшим убавлением, можно связать резинку. Я связала с небольшим запасом, чтобы вот так у нас маленечко подгибался, а когда малыш подрастет, уже можно было вот так разогнуть. И теперь по петелькам, что у меня получается. На данный момент я вот петли другого рукава с ниточки перенесла на спицы, и у меня сейчас 28 петелек. На подрезе у меня 2 петли, но чтобы не было дырочек и аккуратно подрез переходила в рукав, я делаю таким образом. Вот у меня 2 петли подреза, но на этом месте у нас образуется вот 3 таких петельки. Вот они, 1, 2, 3. Поэтому я буду набирать вот эти 3 петельки и плюс по бокам здесь одну и с этой стороны одну. То есть у меня к 28 петелькам прибавится вот эти 5 петелек. Я добираю с помощью, вот беру запасную спицу и вот аккуратненько подхватываю. 1 петелька, и вот они вот эти 1, 2, 3, 3 петли. Так, 1, 2, 3, 3 петелька. И еще одну сбоку, еще одну петлю. Вот у меня 5 петелек. Я 3 петли переношу на одну спицу и 2 петли на другую спицу. Таким образом. Рукав у меня связан без швов. Здесь у меня вот такой переход, когда мы от одного ряда к другому. Ну, вы можете вязать и со швом. Единственное, если будете вязать по моим расчетам, не забывайте добавить 2 кромочные петли. Теперь мы с вами берем наши ниточки и начинаем вязать. Первый ряд мы провязываем лицевыми. Такая у нас петля получается скрещенной, которую мы с вами добавили. 1, 2, 3, 3 петли. И здесь уже лицевые петли. Так я довяжу ряд до конца. Ну, это как-то так, круговой ряд до конца. Буду ориентироваться на вот эту ниточку на начало ряда. Я провяжу и покажу, как буду вязать дальше. Я довязала ряд до конца. Если вы вяжете со швом, вы будете вязать, как и все изделие, полностью лицевыми петельками. Если вы вяжете так, как я, по кругу, чтобы у нас с вами получилась платочная вязка, мы теперь с вами будем чередовать один ряд лицевые петли, один ряд изнаночные петли.
Поэтому следующий ряд у меня идет изнаночные петельки. Я первую петлю провязываю изнаночной, ниточку подтягиваю, еще одна изнаночная, и следующих 2 петли я провязываю вместе и продолжаю вязание изнаночными петельками до того, где у нас с вами начало ряда. Вот до этого места мы с вами, когда я провяжу эту спицу, и вот когда останется 3 петельки на спице, я провяжу вторую и третью петельку от края вместе изнаночная, это последний изнаночный. Следующий ряд лицевыми петельками я провяжу без убавления. Почему я это делаю? Из-за того, что мы с вами же набрали вот из-за подреза 5 петелек, нам с вами этих 5 петелек надо постепенно убавить. Поэтому нам надо вот эти убавить 5 петелек, но так как с 2 сторон мы убавляем, значит четное количество петелек. Я убавлю не 5, а убавлю 6 петелек. И то есть следующий ряд лицевой я провяжу без убавления. И в следующем изнаночном ряду я опять провяжу с 2 сторон по 1 петле. И так я убавлю с 2 сторон всего 6 петелек. До тех пор, пока у меня на спицах не будет 27 петелек. И я провяжу 24 ряда, поскольку вот длина рукава где-то идет от 14 до 16 сантиметров. Это в зависимости, будете вы делать манжет какой ширины или отворот какой ширины будет. Я сделала по вот моей плотности где-то 15 сантиметров, поэтому 24 ряда я провяжу прямо, а затем перед последним, вот как 6 рядов вязать, я сделаю равномерное убавление. Как я буду делать убавление, я уже вам покажу, но когда вывяжу весь рукав. Вы вяжете как-то все это самостоятельно, и мы уже с вами встретимся, когда за 6 рядов до окончания вязания рукава. Я провязала весь рукав, осталось только мне сделать убавление и связать манжету. Я спицы не меняю и провязываю следующим образом. У меня ряд идет по лицевыми петельками. Я провязываю 1 лицевую, 2 следующие провязываю вместе. 1 лицевая, 2 петли вместе. 1 лицевая, 2 петли вместе. Таким образом у меня на спицах будет 18 петелек. Я провяжу, как говорила, 6 рядов и закрою край изделия с помощью крючка, так же как и тело всего жакетика. И на этом работа будет закончена для тех, кто не хочет вязать капюшон. Вот такая модель получилась очень удобной. Вот прекрасно видно, как вот выполнен воротничок. А те, кто будут вязать капюшон, я уже покажу дальше, как я это делаю. Прежде чем приступить к вязанию капюшона, нам надо с вами сделать небольшие расчеты. У меня есть вот 3 мерочки размеров капюшона для возраста вот до 3 месяцев, 6-9 месяцев и год-полтора. Я вот этими мерочками ориентируюсь, когда вяжу капюшон. Капюшон можно связать отдельно и затем уже аккуратно пришить его по краю вот нашего, ну вот, когда заканчивается стоечку, можно аккуратно пришить. Вы просто делаете расчеты и вяжете. Вяжется в таком случае капюшон как метод
используем как при вязании пятки таким способом. Я буду вязать точно так же, единственное, я буду сразу же капюшон вязать от края горловины. Поэтому сначала делаем расчеты. Я вот зарисовала этот капюшон, и чтобы легче ориентироваться, вот сделала из него чертеж. Вот он у нас такой капюшон. Если мы с вами бы вязали по принципу пятки, мы с вами бы набрали по краю, вот здесь у нас вот капюшон по краю головы, провязали высоту и уже методом по принципу пяточки связали бы вот так, и у нас получился бы с вами капюшон. Но так как мы с вами будем вязать в обратном направлении, не от лица, а от шеи, поэтому, чтобы не ошибиться, какие нам с вами надо будут расчеты, вот я таким образом складываю и смотрим. Нам, значит, по краю нашей горловины надо набрать, вот по моим мерочкам, 11 сантиметров, 8 сантиметров и 11 сантиметров. То есть это 22, 30 сантиметров. Я перевожу в свои петельки по своей плотности. У меня получается, вот я отметила, 39 петелек. 39 петелек. Но я это но у нас с вами по краю горловины только 32 петли. Это я потом расскажу, как я буду прибавлять и набирать. Сначала сделаем непосредственно расчеты по капюшону. Затем вот к личку нам надо, чтобы наши петельки, вот мы с вами вот так будем вязать, чтобы они увеличились. Здесь у меня получается 40 сантиметров, или по моей плотности это 51 петля. И высоту, вот я смотрю, вот высоту 13,5 сантиметров. Вот 13,5 сантиметров нам надо провязать. Я перевела в ряды, это 27 рядов. И таким образом 39 сантиметров будет по краю и 51, разница 12 петелек, 27 рядов. Я отметила нечетные ряды, поскольку буду прибавлять вдоль вот этих, вот маркер развешу 13 петелек, вот здесь маркер, и буду прибавлять вот здесь. Нам надо 12 петелек с двух сторон, значит, у нас с вами в полотне будет 6 раз прибавлений. И вот я в своих рядах, чтобы не запутаться, я отмечаю, например, одно прибавление, 2, 3, 4, 5, 6. Вот таким образом я сделаю прибавление. Это мы с вами непосредственно по расчетам. Теперь как я буду набирать. Я беру спицы. И здесь вот платочная вязка чем хорошо, что очень легко набирать петельки. Отсчитываю 1, 2, 3, 3 дорожки или 6 рядов. И вот у меня 4-я дорожка, когда у нас наша работа уже начинается. Вот по краю вот этой строчечки, этого ряда, я буду набирать петельки. У нас с вами их 32 петли. Можно, как это, вот так просто аккуратненько набираем вот эти петельки. Вот 1 петля, 2 петля. Вот таким образом набираем петли. Но хочу уточнить, у нас же здесь будет 32 петли, а нам надо 39 петелек. И чтобы не запутаться, что надо еще будет прибавить петли, это мне, значит, в этом ряду надо добавить 7 петелек. Или я посчитала, я буду из каждой 4-й вывязывать дополнительную петлю. Поэтому я на дополнительную спицу точно так же одеваю вот эти петельки. Сразу я их, вот она прям хорошо, дорожка видно. Одеваю вот эти петельки. И начинаю вязать. Каким образом? Также, единственное, я провязываю, например, раз. Но это у меня кромочный будет, ну, то есть 1, 2, 3, а 4-й нам с вами в 4-й надо прибавить. Я провязываю за переднюю стенку 1 петельку, 2-ю за заднюю стенку.
Все, прибавилась одна петля. И таким образом я прибавлю равномерно по всей горловине. И у меня на спицах будет 39 петель плюс 2 кромочные. Я провязала 2 ряда. Маркерами отметила по 13 петелек. И теперь буду делать прибавление. У меня 3-й ряд, поэтому буду делать прибавление. Я провязываю петельки до маркера. Сейчас у нас мы вяжем прямым полотном, поэтому все петли лицевые. Маркер перекидываю. И у меня получается в центральной части я провязываю 2 петли. Одну петельку за переднюю стенку, вторую петельку за заднюю стенку. И продолжаю вязать. Дойду до последней петли перед маркером, сделаю прибавление и провяжу следующие петельки. И таким образом я буду вязать прямым полотном, делая вот на крайних петельках в нужных рядах, как я вот уже и рассчитала, вот в 7-м, в 11-м, в 15-м, 19-м и 23-м рядах буду делать прибавление. За счет этого у меня центральная часть будет расширяться. Когда у меня будет провязано 27 рядов, я уже покажу, как буду вывязывать дальше капюшон. Я связала капюшон на нужную мне высоту. Вот что у меня получается. У меня на спицах, как я и говорила, сейчас 51 петля и плюс 2 кромочные. Я разделила части, уже капюшон на 3 части по 17 петелек. И начинаю вывязывать непосредственно вот сам капюшон, чтобы он вот загибался. Как я это делаю? Я всегда начинаю вывязывать с изнаночной стороны. У меня как раз получается, что 27 рядов я провязала и 28-й. Я провязала 17 петелек боковой части, 17, следующий у меня 17 петелек центральной части. Я довязываю петельки. Остается у меня одна петля центральной части, одна петля уже боковой части. Я маркер убираю. И эти 2 петли провязываю вместе. Работу поворачиваю. Первую петельку снимаю и вяжу до маркера. Таким образом мы капюшон вывязываем по принципу пяточки. Я вяжу центральную часть. Также дохожу до маркера, одна петля. Маркер я убираю и провязываю последнюю петлю центральной части, первую петлю боковой части, 2 петли вместе. Все, работу поворачиваю и также первую петельку снимаю и вяжу до конца центральной части. Если вам трудно ориентироваться, можно оставить маркер, но уже здесь хорошо видно. Вот это у нас это последняя петля центральной части и первая петля боковой части. Я провязываю их 2 петли вместе. Работу поворачиваем. И так мы с вами будем вязать до тех пор, пока не закончатся, не убавятся у нас все петельки боковых частей. И затем уже мы петельки закроем
и будем вязать обвязку нашего капюшона. Мой капюшон готов полностью. Такой край. Край очень аккуратный и ровный, поэтому при желании можно даже его и не обрабатывать. Как вариант, можно пройти крючком, обвязать, или если вы планируете, чтобы проходила шнуровка вдоль капюшона, можно набрать по краю петельки, надвязать лицевой гладью или платочной по желанию и пришить этот край. И у вас получится место, куда можно продеть шнуровку. Но самый легкий и самый, как мне кажется, такой вариант получится, если просто подогнуть край работы. Вот смотрите. Мне достаточно где-то вот меньше даже сантиметра вот такого подгиба, для того, чтобы только проходила у меня шнуровочка. Сейчас я вот посмотрю, сколько это приблизительно. Ну да, вот сантиметр, чуть больше сантиметра. Или шнуровочка, или если, чтобы сюда пришить опушку. Как я делаю? Можно подогнуть и пришить аккуратно. Или можно с помощью крючка. Вот я выравниваю краешки. Сначала очень удобно по вот этим швам ориентироваться. Здесь мы с вами так подгибаю. И уже вот здесь с помощью английских булавочек я закрепляю один край и еще одну булавочку. Надо немножко вот так растяните, чтобы шов при сшивании изделие было все-таки эластичное. Если вы сошьете, тогда оно не будет тянуться. Вот так растянула. И теперь я беру крючок, беру свои ниточки. И с помощью крючка. Так, с этой стороны неудобно, извините. Значит, эту же с этой стороны я сделаю. Так, иголочка упала. Ничего страшного, я ее потом найду. Так, здесь прикалываю. И так, здесь прикалываю. Все. Потянула немножечко. Беру. И начинаю. Так, иголочку убираю. К самому краешку не надо, поскольку здесь будет проходить шнуровочка. Вот немножко я отступаю. Крючок. И первую петельку. И теперь так достаю ниточку и продеваю через петельку. Также следующую. И таким образом петельку вытягиваю подлиннее. Смотрите, чтобы не получилось тянутые. И сейчас еще один стежочек сделаю. Уберу уже иголочку, она не нужна. Так, вот смотрите, правда белый по белому не очень хорошо видно, но то, что нам с вами и надо. Шов практически не заметен, получается вот такими стежками, это с изнаночной стороны. Все прекрасно. И здесь у нас с вами вот такое отверстие, видите, хорошо крючок проходит, чтобы продеть шнуровочку. На этом я все так зашью, затем уберу ниточки, пришью пуговички и постираю. И мое изделие будет готово полностью. Я пришила пуговицы,
Постирала жакетик и даже украсила капюшон вот такой меховой опушкой. Меховая опушка я сшила из эко-меха. По-моему, это самый оптимальный вариант. И дешево, и в то же время достаточно привлекательно смотрится. Опушка у меня крепится на пуговичках, которые вот просто легко отстегивается. Чем удобно. Надо постирать, сняли. Не надо, оставили. Вот. То есть вот таким образом у меня опушка. Ну вот и вся моя работа. Надеюсь, она вам понравится. Вы тоже при желании свяжете такую красоту для вашего малыша. На это все. Я с вами прощаюсь. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.